Итак, приступаем к вязанию нашей сумочки с основной детали, которая будет выглядеть вот так, как на данном эскизе. А, Здесь у меня деталька перевернута вверх тормашками, на самом деле сумочка будет выглядеть вот так, конечно же. Вверх ногами я ее изобразила потому, что вязать мы ее будем также вверх ногами, то есть мы вот отсюда начнем, это будет верхний край сумки, потом, когда сумка в готовом виде уже. И будем продвигаться вот так вот к нижнему краю сумки. То есть в процессе вязания наше вязаное полотно будет также располагаться вверх ногами. В данном уроке я буду вязать сумочку размером миди. Это средний из трех размеров, которые представлены в мастер-классе. И вязать я его буду из шнура толщиной 3 миллиметра. Да, можно, конечно же, вязать из более тонкого шнура, но для того, чтобы получить такой размер, нужно будет сделать расчет петель по пробнику, инструкцию по которому я даю в предыдущем уроке. Данная деталька у нас будет размером 24 ширина на 20 сантиметров, вот от самого верхнего края до самого низа. Плюс-минус, конечно же, то есть плюс-минус сантиметр, естественно, не критично. Да, сейчас я говорю вам о размере детали, не о размере готовой сумки, а о размере именно основной детали, потому что когда добавится боковушка, размер сумки немножко увеличится. И также, если вы вяжете размер мини, я рекомендую его вязать также из шнура 3 миллиметра, но можно и из более тонкого, но тогда вам тоже придется сделать расчет петель по пробнику. Данный эскиз у меня для шнура 3 миллиметра, и здесь представлены расчеты петель и рядов для шнура толщиной 3 миллиметра и для размера детали 18 на 16 сантиметров. Далее, если вяжете размер макси, тут деталька уже будет 30 на 36, и этот размер я рекомендую вязать из шнура 2 миллиметра, либо из рафии, потому что если свяжете из более толстого шнура, то сумка получится очень тяжелой, массивной, и просто она будет неудобна в эксплуатации. Соответственно, все расчеты здесь представлены для рафии, либо для шнура толщиной 2 миллиметра. Для этого размера есть отдельный видеоурок. Если вы вяжете его, то тогда переходите в другое видео и вяжите по нему. Итак, что касается размерчика миди. Значит, если ваш пробник, который вы связали по размерам в сантиметрах, совпадает с моим пробником, то тогда вам не нужно делать никакие расчеты. Вы берете мои уже готовые расчеты и вяжете по ним. То есть точно повторяете все за мной. Если же ваш размер пробника отличается от моего, тогда вам придется сделать свой расчет петель по той инструкции, которую я даю в видеоуроке по вязанию пробника. Значит, тогда в этом случае, если вы делаете свой расчет, вы ориентируетесь не на количество петель, которое вот здесь указано у меня, а на сантиметры. То есть вам необходимо сделать расчет для размера края 23-24 сантиметра. Высчитываете, сколько петель вам нужно набрать для того, чтобы получить вот этот размер. Далее высчитали это количество и делаем деление на зоны. Вот эти зоны, я их называю зоны реглана, у меня будут все одинаковые, то есть вот это, вот это, вот это и вот это. 4 одинаковые зоны. И зона посередине, она примерно в 2 раза больше, чем одна зона реглана. Значит, смотрите, конкретно в моем случае, вот здесь у меня 23 сантиметра. Значит, здесь вот эти 12 петель у меня дают 7 сантиметров. Как сделать легко и просто вот этот расчет, то есть вот это деление на зоны? Вы берете свое количество петель, у меня здесь 40 наборных петель, и разделяете это количество на 6. Значит, у меня ровно не делится, 40 на 6 это будет примерно, ну, наверное, 6,8, где-то так вот навскидочку. Значит, ну, почти 7. Соответственно, на эти зоны я беру по 7 петель. Вот на зоны реглана 4 эти зоны, у меня будет по 7 петель. И далее из общего количества петель, то есть из 40, я вычитаю 4 раза по 7 и получаю 12. Ну, если вы, например, наберете 42 петли, то у вас разделится ровно на 6. 42 ровно разделится на 6. Здесь получится 7, 7, 7, 7, а здесь получится 7 умножить на 2, то есть 14 петель. Можно
В принципе, даже если у вас расчеты совпадают с моими, можно здесь сделать 14 петель, тоже будет хорошо, но я захотела сделать сумочку чуть-чуть поуже, поэтому сделала здесь 12 петель. Итак, подытожу кратенько. Сделали расчет петель по своей плотности, разделили это количество петель на 6, по 1/6 оставили на 4 зоны реглана и 2/6 оставили вот здесь. Можно чуть меньше, ну то есть если целиком не делится, да, ваше общее количество петель на 6, то тогда оставляете примерно по 1/6 на регланы и все, что осталось, на середину. Далее, как видите, у меня еще вот здесь вот имеются такие параллели, которые делят деталь на зоны. Значит, каждая из этих зон отличается от предыдущих зон количеством прибавок и убавок. Вот здесь вот я все прописала, да, из скольких рядов состоит каждая зона. И здесь также указано количество прибавок и убавок, которые у меня будут делаться в каждой из этих зон. В видеоуроке я все это подробно объясняю и показываю, поэтому если сейчас что-то непонятно, то дальше вы точно это поймете. И если у вас, опять же, не совпадает пробник с моим пробником, то у вас будет другое количество рядов, возможно, да, нежели у меня. Соответственно, я буду также после окончания вязания каждой зоны давать размер в сантиметрах, чтобы вы могли понимать, нужно ли вам еще дополнительно вязать ряды для каждой из зон. Итак, для своей детали я набираю 40 воздушных петель. Да, я вяжу крючком номер 4,5, но можно вязать этот шнур и пятерочкой, то есть подбирайте крючок под себя. Обычно я его вяжу пятеркой, но в данном случае решила, чтобы было поплотнее, взять номер 4,5. Набираю 40 воздушных петель. Далее воздушная петля подъема, то есть это уже 41 петля. И начинаем обвязывать нашу косичку. Первый ряд мы вяжем без убавок и прибавок. Основной узор нашего вязания будет соединительный столбик за заднюю полупетлю. Но первый ряд мы вяжем не за полупетлю, а за заднюю перемычку косички, то есть вот сюда. Здесь у меня остается косичка под крючком целенькая. Так, начинаем мы вязание с третьей петли от крючка, то есть первые 2 перемычки мы пропускаем, 1, 2, и третью перемычку провязываем первый столбик. Почему пропускаем первые 2 косички? Потому что первым столбиком ряда у нас всегда будет считаться воздушная петля подъема. И этот первый столбик ряда у меня провязан в первую петлю ряда. То есть вот она моя первая петля ряда. И вот он мой первый столбик, провязанный в эту первую петлю. Соответственно, я вяжу следующий столбик, следующую петлю. Так, соединительный столбик. Дальше в заднюю перемычку, соединительный столбик. В заднюю перемычку, соединительный столбик. И таким образом вяжем до конца косички. Так, в конце косички вот эта первая петелька нашей косички, она тоже считается у меня петлей ряда. Все, это 40 петля. Смотрите, если вы пересчитаете горизонтальные петельки, то у вас получится 40 петель вместе вот с этой петлей подъема. То есть 39 полноценных соединительных столбиков и 40 петля – это петля подъема. Далее, первый ряд у нас считается как бы таким установочным, можно сказать. И со второго ряда мы начинаем деление на регланы и начинаем делать прибавки и убавки. Точнее, во втором ряду у нас будут только прибавки. Делаем воздушную петлю подъема для следующего ряда, и она же будет первым столбиком ряда, который провязывается в первую петлю, вот в эту. То есть эту петлю мы сейчас не трогаем. Значит, первый столбик. Далее, получается, опять с третьей петли от крючка я начинаю вязание. Вот первая петля от крючка, вот вторая петля от крючка, вот это третья петля от крючка. Начинаем вязание второго ряда.
захватываем заднюю полупетлю косички и провязываем соединительный столбик. Это второй столбик ряда, дальше третий столбик ряда, четвертый столбик ряда, пятый, шестой, седьмой. Как мы помним, на реглан, на зоны реглана у меня выделено по 7 петель. Значит, считаем. Первая петля – это петля подъема. Ее тоже считаем. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков провязали. И делаем прибавку в виде воздушной петли. То есть в данном узоре у меня прибавка делается как просто воздушная петля. По-другому здесь ее, в принципе, никак не сделать. И дальше вяжем следующую зону реглана, которая состоит также из 7 петель. Со следующей петельки продолжаем. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязали 7 столбиков, сделали прибавку. Значит, первая зона реглана, вторая зона реглана. Дальше идет зона середины. У меня на нее выделено 12 петель. Значит, один столбик, второй, третий, двенадцать. Воздушная петля и остается 2 зоны реглана. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Воздушная петля и последняя зона реглана. Раз, два, три, 4, 5, 6. И последний 7 столбик провязываю в воздушную петлю предыдущего ряда. 7. Все. Так, если вы сейчас пересчитаете петельки, то у вас должно получиться на 4 петли больше, нежели в предыдущем ряду. Соответственно, у меня здесь 44 петли, так как я сделала 4 прибавки. 44 петли, включая вот эту воздушную петлю подъема. Ее я тоже считаю как полноценный столбик ряда. Так, далее. Это мы с вами провязали нечетный ряд. Смотрите, как определить, где ряд четный. Вот я разворачиваю, и у меня вот здесь по верхнему краю идет такая красивая косичка, которая смотрит на меня. Это лицевая сторона, это изнаночная сторона. Вот здесь уже не так красиво. Значит, это изнаночная сторона. Сейчас мы вязали изнаночный ряд, то есть в нем мы делали прибавки в районе реглана. Сейчас мы будем вязать следующий лицевой ряд, и в нем мы уже не будем делать прибавки в районе реглана, а будем делать убавки по торцам здесь и здесь. То есть запоминаем: лицевой ряд – убавки по торцам, изнаночный ряд – прибавки в районе реглана. Так, как делаются убавки в данном узоре? Воздушная петля подъема, она у нас будет всегда и везде, в каждом ряду. Значит, это у нас уже первый столбик, провязанный в первую петлю. Со следующей петли начинаем и сразу делаем убавку. Захватываем одну полупетлю и в следующей петле также захватываем заднюю полупетлю. То есть захватила 2 петельки и провязала в них один столбик. Все, таким образом я сделала убавку. Далее вяжу до конца ряда соединительные столбики и провязываю те петельки, которые в предыдущем ряду у меня были воздушными. То есть вот эти прибавки в районе реглана также провязываю соединительным столбиком. Не забываем, что здесь прибавки мы не делаем. То есть прибавки на реглан у нас идут через ряд. Приблизились к концу ряда и здесь делаем убавочку. Смотрите, мне осталась последняя петля полноценная и
воздушная петля предыдущего ряда. То есть всего осталось провязать 2 петли. Я их соединяю в одну. Подхватываю здесь заднюю перемычку, а здесь подхватываю вот эту петельку, которая вот сверху, да, у меня. Вот так. То есть я также захватила петельки 2 столбиков и соединяю их в один столбик. Все, сделала убавку. Таким образом делается убавка в конце ряда, и то, что я показывала в начале, это убавка в начале ряда. Итого у нас получается провязано уже 3 ряда, и на вязании у меня 42 петли. В предыдущем ряду было 44, так как мы сделали прибавки, а здесь мы сделали 2 убавки. То есть получила на 2 петли меньше, чем в предыдущем ряду. Далее воздушная петля подъема и вяжем изнаночный ряд. Это у меня будет 4-й рядочек. Воздушная петля подъема. Здесь я делаю прибавки в районе реглана. Также будет 4 прибавки. И также между этими прибавками у меня будет по 7 петель. То есть здесь 7, здесь 7. И здесь 7, и здесь 7. Зона реглана у меня будет всегда из 7 петель. Все 4 зоны. А посередине, так как у нас в каждом ряду петли прибавляются, это прибавление будет у меня как раз происходить всегда посередине. Итак, воздушная петля подъема — это первый столбик. Далее с 3-й петли от крючка провязываем 2-й столбик, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й. Провязали 7 петель, сделали прибавку. Дальше снова 7 столбиков. Прибавка. Да, на эти петельки прибавок можно ставить маркеры, чтобы вы их видели в каждом ряду. Но мне проще считать, отсчитывать по 7 петель в каждом рядочке, чем переставлять маркеры постоянно, поэтому я их ставить не буду. Так, значит, переходим на середину. Здесь у меня уже будет не 12, а 14 столбиков. Ну, естественно, я в каждом ряду не буду считать, то есть у меня эта зона будет увеличиваться с каждым рядом, и уже к концу детали она будет слишком большой, чтобы в каждом ряду пересчитывать количество петель. Я делаю следующим образом. Ну, сейчас еще пока реглан плохо видно, а потом его будет видно лучше, и уже мы будем ориентироваться именно по линиям реглана. Так, ну вот, наверное, здесь у меня должна быть прибавка. Смотрите, отсчитываю отсюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, все, здесь у меня прибавка. Дальше 7 петель зоны реглана. 7. Прибавка. И последние 7 петель. 6. И 7-ю петельку я провязываю в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Итак, провязали 4 ряда, и теперь у меня на вязании 46 петель, то есть плюс 4 к предыдущему. В следующем ряду будет минус 2 петли к этому ряду. То есть в изнаночном ряду, когда мы делаем прибавки по реглану, у нас увеличивается ряд на 4 петли по сравнению с предыдущим, а в лицевом ряду у нас уменьшается ряд на 2 петли по сравнению с предыдущим. Итак, в данный момент на вязании у меня 46 петель, включая воздушную петлю подъема. Далее переходим на лицевой ряд, и здесь у нас будут убавки по торцам. Воздушная петля подъема. Первую пропускаем, со следующей начинаем и делаем убавочку. Дальше до конца ряда вяжем без прибавок. Подошли к концу ряда, захватываем заднюю полупетлю, и последняя петля — это у нас воздушная петля подъема, вот эту петельку провязываем в одну. Сделали убавку.
Это у меня был 5-й ряд, и в нем сейчас 44 петельки, включая воздушную петлю подъема. Далее 6-й ряд и убавочки, точнее прибавки в зонах реглана. Воздушная петля подъема, она же первый столбик. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Воздушная петля, то есть прибавка. Далее снова 7 столбиков. Воздушная петля. Далее здесь у нас уже зона середины будет из 16 столбиков, но я их не считаю. Вяжу до следующей линии реглана, и вот, наверное, здесь у меня должна быть прибавка. Считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, прибавка 7 столбиков. Прибавка и последние 7 столбиков. Последний столбик в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Так, провязали 6 рядочков. На вязании в данный момент 48 петель, то есть плюс 4 к предыдущему ряду. Далее воздушная петля подъема и следующий 7-й ряд. Убавки по торцам и реглан провязываем без прибавок. Так, первые 2 пропускаем и делаем убавочку. В конце убавка. Так, готов 7-й рядочек и 46 петель на вязании. Далее воздушная петля подъема. С 3-й петли от крючка начинаем. Значит, 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. Семь столбиков, прибавка. Далее до следующей зоны реглана вяжем соединительные столбики. Так, здесь их должно быть уже 18, если я не ошибаюсь. Так. Угу. Прибавка. Семь столбиков, прибавка. И последние 7 столбиков. Завершаем ряд столбиком в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Так, 8 рядочков, и на вязании в данный момент у меня 50 петель. Воздушная петля подъема, убавки по торцам. Так, значит, первые 2 пропускаем. Ну, точнее, не первые 2, а воздушную петлю подъема пропускаем и первый столбик ряда пропускаем. Убавку сделали и вяжем до конца ряда. Так, убавка в конце ряда. Угу. Итого мы получаем 1, 2, 3, 4, 9 рядов и 48 петель на вязании. Сейчас провяжем еще 2 рядочка, и я расскажу вам, как считать ряды в данном узоре. Так, воздушная петля подъема. Далее
4, 5, 6, 7 столбиков, включая воздушную петлю подъема, прибавка. Далее снова 7 столбиков, прибавка. Так, здесь прибавка. Здесь прибавка и последние 7 столбиков. Так. Итак, провязала 10 ряд, на вязании 52 петельки и провязываем 11 ряд. Воздушная петля подъема, убавка в начале, первые 2 пропускаем, убавка, убавка в конце. Так, провязали 11 ряд. На вязании сейчас 50 петелек, и на этом я завершила вязание первой зоны. Смотрим наш эскиз. Вот она, видите, первая зона со 2 по 11 ряды. Почему со 2? Потому что первый ряд у меня был просто установочный, без убавок и прибавок. Значит, вот здесь указано количество петель. 50 петелек должно быть на вязании. Если вы все делали в точности, как я, то у вас должно быть 50 петель. И да, рекомендую каждые несколько рядов, ну или хотя бы после завершения каждой из зон, сверяться со мной и считать количество петель. Ну, либо если у вас другое количество петель было, да, в наборной цепочке, то, соответственно, у вас будет другое количество в каждом ряду, но при этом вы можете сами посчитать, сколько должно быть петель в каждом ряду, и, соответственно, свериться с фактическими вашими значениями, потому что в этом узоре очень легко ошибиться, очень легко пропустить петельку. Если вяжете быстро, то можно пропустить и даже не заметить этого, и потом уже это обнаружить где-нибудь в конце вязания детали. Так, значит, по сантиметрам у меня получается высота детали 5 сантиметров. Теперь, если вы этого размера не достигли, если у вас тут, например, меньше 5 сантиметров, тогда вы продолжаете вязать по данной схеме. То есть делаете по 4 прибавки по линиям реглана в каждом четном ряду и 2 убавки по торцам в каждом нечетном ряду. Ну, в общем, то есть так же, как мы вязали с вами сейчас. Далее, если все сошлось, то все хорошо, переходим на следующую зону. Но сначала я вам покажу вот такой момент. Вот эти уголочки, ну, на всякий случай, вдруг кому-то это будет важно. Значит, зона, вот это наша первая, заканчивается в том месте, где вот этот уголочек у нас примерно находится на уровне середины вот этой вот зоны реглана. То есть вот она, зона реглана, одна из зон. И вот она, ее середина. И вот он, край моего уголочка. Вот примерно на этом месте заканчивается вязание первой зоны. Далее, следующая зона у нас будет с убавками в каждом ряду по торцам, уже не через ряд, а в каждом ряду, и с прибавками по линиям реглана через ряд. То есть по прибавкам у нас получается то же самое, что и было по линиям реглана, а по торцам у нас добавляются убавки теперь ну, не через ряд, а в каждом ряду, как я уже сказала. И я вам обещала показать, как считаются ряды. Смотрите, значит, вот эту косичку мы сейчас не трогаем. Это у нас первый установочный ряд, точнее, это наборная косичка, и под ней первый установочный ряд. И сразу за этими рядами идет вот такая вот красивенькая косичка. Эта косичка состоит из 2 рядов. Здесь один лицевой ряд, один изнаночный. Дальше следующая косичка, также состоящая из 2 рядов. Следующая также из 2 рядов. И, в общем, каждая из этих косичек состоит из 2 рядов. И считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот в том месте, где у вас петелька рабочая находится вот тут справа, деталь расположена лицевой стороной к вам. Петелька справа, то есть вы закончили вязать нечетный ряд. Считаем 1, 2, 3, 4, 5.
5 целых косичек, это 10 полноценных рядов. И 11 ряд установочный, он вот здесь вот у меня под наборной цепочкой. Соответственно, сейчас у меня на вязании 11 рядов. И что у нас будет происходить в этой нашей второй зоне? Смотрите, в каждом четном ряду, где у нас будут прибавки по реглану, будет прибавляться по 2 петли в общей сложности на ряд, потому что здесь будет 2 убавки, одна убавка и вторая убавка, а здесь 4 прибавки. Итого будет плюс 2 петли к количеству предыдущего ряда. Но в нечетном ряду эти 2 петли, которые мы прибавили в четном ряду, будут также убавляться, потому что прибавок по реглану уже не будет, а будут убавки по торцам. Соответственно, в итоге мы получим после окончания вязания этой зоны те же 50 петель на вязании, которые у нас сейчас. Далее, что будет происходить с регланом? Он у нас будет вот так вот уменьшаться, то есть петли вот этой зоны реглана, крайних зон реглана, будут уменьшаться. Значит, каждые 2 ряда эта зона будет сокращаться на 1 петлю. И здесь нам нужно будет, соответственно, следить, чтобы наши линии реглана никуда не уехали. То есть мы будем также считать петельки между прибавками. Так, значит, начинаем вязание 12 ряда. И, как я уже сказала, здесь у нас будут убавки в каждом ряду. Делаем воздушную петлю подъема. Убавки по торцам я имела в виду. Так, делаем убавочку на торце в начале ряда. Так, и здесь же, в этом изнаночном ряду, у меня будут прибавки по реглану. То есть провязала я уже 2 столбика, воздушная петля и петля убавки. Это 2 столбика. 3, 4, 5, 6. Здесь уже до первой линии реглана у меня будет 6 петель, так как одну мы на торце убавили. А эта линия у меня должна остаться на том же месте, то есть смещать ее нельзя, иначе будет некрасиво. Делаем прибавочку. Далее, на этой зоне так и остается 7 петелек. Прибавка. Посередине вяжем до следующей линии реглана. Я уже, честно говоря, сбилась, не знаю, сколько здесь должно быть петель, но сейчас посчитаю, чтобы вам сориентироваться. Так, посчитала, здесь у меня уже 22 петли между линиями реглана. Воздушная петля. Семь столбиков. Так, значит, эта зона так и остается 7 столбиков. Дальше прибавка по реглану, и последняя зона у меня будет из 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И последние 2 петли я провязываю в одну, то есть делаю убавку. Раз, два. Шестой столбик. Так, значит, это был 12 ряд, и он у меня увеличился на 2 петли по сравнению с предыдущим. То есть сейчас у меня 52 петли на вязании. Далее воздушная петля. Переходим на 13 ряд лицевой, и здесь также мы делаем убавку в начале ряда, а реглан провязываем без прибавок. В конце ряда делаем убавку. Так, итого в 13 ряду мы получаем снова 50 петель. Далее 14 ряд. Значит, здесь у меня уже будет вот в этой зоне реглана не 6, а 5 петель. Первая петля воздушная, она же первый столбик. Далее убавка, второй столбик, третий, четвертый, пятый. Прибавка по линии реглана. Дальше эта зона остается из 7 столбиков. Угу. Прибавка.
Здесь у меня между регланами 24 столбика, прибавка 7 столбиков, прибавка. И в крайней зоне реглана у меня остается 5 столбиков. 4 и пятый это убавка. Итак, 14 рядов на вязании 52 петли. 15 ряд, воздушная петля, убавка в начале. И по линиям реглана без прибавок. И последние 2 петли провязываем в одну. Так, значит, 15 рядов и 50 петель на вязании. 16 ряд, воздушная петля подъема, убавка в начале. Это второй столбик, третий, четвертый. То есть здесь у нас уже крайние зоны реглана будут из 4 петелек. Далее воздушная петля и следующая зона реглана из 7 столбиков. 7. Прибавка. Далее между регланами 26 петель. Так, далее воздушная петля, 7 петель. Воздушная петля и последняя зона реглана из 4 столбиков. Так, 3 и 4 это убавка. Итого 16 рядов на вязании и 52 петли. 17 ряд, воздушная петля подъема, убавка в начале, реглан без прибавок и убавка в конце. Итак, 17 рядочков на вязании и 50 петель на вязании. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Да, вот у меня 8 целых косичек. 8 умножаю на 2 это 16 рядов. И 17 у меня вот там под наборной цепочкой. Также пересчитываем количество петель каждые несколько рядов, напоминаю вам, чтобы нигде не ошибиться. Итак, 18 ряд, воздушная петля, убавка в начале ряда. Это второй столбик, третий столбик и значит, зона реглана уменьшилась еще на одну петлю, соответственно, делаю прибавку. Эта зона так и остается, 7 столбиков. Воздушная петля. Между линиями реглана посередине 28 столбиков. Далее, следующая зона реглана, прибавочка. Семь столбиков, прибавочка и последняя зона реглана. Здесь у меня 3 столбика, включая последнюю петлю убавки. Так, значит, 18 рядов и 52 петли на вязании. Воздушная петля, убавка в начале ряда и провязываем рядочек без прибавок. И не забываем про убавку в конце ряда. Так, 19 рядов, 50 петель на вязании. 20 ряд. Так, здесь у меня первый столбик в виде воздушной петли, второй столбик это убавка. И сразу делаю прибавку для линии реглана. То есть здесь уже 2 столбика до линии реглана. Здесь до следующей линии 7 столбиков.
прибавка, и здесь между линиями реглана 30 столбиков. Так, воздушная петля, далее зона реглана из 7 столбиков, воздушная петля, и остается один столбик и второй это убавка. Так, значит 20 рядов и 52 петли на вязании. Воздушная петля. Следующий ряд провязываем без прибавок, но убавочки по торцам, конечно же, делаем. Так, здесь у меня уже в убавку пошла та прибавка, которая была по линии реглана. Так. И в конце ряда убавка. Так. Итак, это у меня был 21 ряд. В данный момент 50 петель у меня на вязании. И далее переходим на 22 ряд, и он у меня будет отличаться от предыдущих. Здесь у меня убавка, точнее прибавка на реглане должна быть через одну петлю от начала ряда. То есть если в предыдущий раз у нас было 2 петли, то здесь уже остается одна петля, а убавка торца, соответственно, у меня должна быть вот здесь, да, то есть воздушную петлю провязали в первый столбик, да, и вот эти 2 петли у меня должны пойти в убавку, то есть я уже, получается, пропускаю свой реглан, а здесь у меня должна быть прибавка. Соответственно, прибавка это у нас плюс 1 петля, убавка это минус 1 петля. Плюс 1 минус 1 нам дают 0. Соответственно, я здесь просто не буду делать ни прибавку, ни убавку. Воздушная петля подъема, следующую за ней петлю пропускаем и вяжем до следующей линии реглана. Провязали от начала ряда 9 столбиков, включая воздушную петлю подъема. Далее прибавка на линии реглана. Далее 32 петли, 32 столбика между линиями реглана посередине. Так, дальше прибавка. Следующая зона реглана у меня из 7 столбиков. И здесь, смотрите, у меня получается последние мои 2 петли, да, которые я должна провязать в одну, то есть сделать убавку. По идее, я могу здесь сделать прибавку для реглана и эти 2 петли провязать в одну. Все получается как бы, да, хорошо и правильно. Но так как мы здесь убавку не делали, ни убавку, ни прибавку, то здесь я сделаю то же самое для симметрии. Провяжу этот столбик. Петлю для прибавки я не сделала. И провязываю последний столбик, воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Итого от вот этой линии реглана, где мы сделали прибавку, получилось так же, как и здесь, 9 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Итак, это был 22 ряд на вязании. Сейчас 52 петельки и вяжем 23 ряд. Воздушная петля подъема, убавка в начале ряда. И до конца ряда вяжем без прибавок. В конце ряда делаем убавочку. Так, итого 23 ряда и 50 петель на вязании. И вот на этом месте у меня заканчивается вязание второй зоны. Так, показываю на эскизе. Вот она моя вторая зона с 12 по 23 ряды. Если у вас такой же расчет петель, как у меня, у вас должно быть все то же самое. Если у вас, например, здесь было больше петель и здесь было больше рядов в первой зоне, то у вас, скорее всего, эта зона вторая еще не завершится на 23 ряду. То есть, смотрите, эта зона заканчивается там, где у нас заканчивается вот эта линия реглана. Все, здесь уже дальше она идет, ну, как бы она уперлась уже, да, в торец нашей детали. Соответственно, все, здесь
с этой линией покончено, здесь у нас прибавок уже не будет, прибавки теперь будут только по двум вот этим линиям реглана. Соответственно, в том месте, где у вас заканчивается вот эта вот крайняя линия реглана, в том же месте у вас заканчивается и вязание вот этой второй зоны. У вас это может быть не 23, а 25, 27 рядов. Ну, в общем, у каждого свое количество, в зависимости от начальных расчетов. Ну и, соответственно, если она у вас здесь еще не закончилась, то вы продолжаете вязать по этой же схеме дальше до тех пор, пока линия реглана не упрется в торец. Высота детали на данном этапе у меня 9,5 сантиметров. Здесь уже, если у вас другое количество наборных петель, там другое количество рядов в первой зоне, то здесь вы уже не смотрите на мои вот эти 9,5 сантиметров, вы уже так и вяжете до того момента, пока у вас, как я уже сказала, не закончатся вот эти крайние линии реглана. И только после этого переходите на третью зону. Итак, следующая зона отличается от предыдущей тем, что у нас уже по линиям реглана будет не 4 прибавки, а 2, так как у нас остается только 2 линии реглана вместо 4. И также у нас будут, как и в предыдущей зоне, убавки по торцу в каждом ряду. Вот здесь это все прописано. 2 прибавки по линиям реглана в каждом четном ряду и 2 убавки по торцам детали в каждом ряду. То есть здесь у нас уже пойдет деталь на сужение. Если вот в этой зоне, во второй, она у нас шла по прямой, то есть здесь у нас как было в начале этой зоны 50 петель, так и в конце зоны 50 петель осталось. То здесь уже пойдет на убавление, так как убавок будет больше в 2 раза, чем прибавок. Итак, значит, это у меня будет уже 24 ряд, воздушная петля подъема. В начале ряда убавка. Так, это получается второй столбик ряда, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязали 7 столбиков, воздушная петля, то есть мы дошли до нашей линии реглана. Далее, между линиями реглана у нас 32, если я не ошибаюсь, 32 столбика. Так, 34 петли между линиями реглана, не 32, а 34. Воздушная петля. И остается 1, 2, 3, 4, 5, 6. И седьмой столбик – это убавочка наша в конце ряда. Так, 24 ряда и 50 петель на вязании. То есть сколько было, столько и осталось. 2 убавки и 2 прибавки. Дальше 25 ряд. Здесь у нас будет убавки на торцах, как обычно в нечетном ряду. И без прибавок по линиям регланов. И убавка в конце 25 ряда. Итого на вязании у меня 48 петелек, то есть на 2 уже уменьшилось. Далее 26 ряд, воздушная петля подъема. Здесь у нас 2 прибавки по линиям реглана и 2 убавки по торцам. Значит, воздушная петля, она же первый столбик, убавка второй столбик, третий, четвертый, пятый. И вот здесь, внимание, провязали 5 столбиков от начала, включая воздушную петлю подъема, и уже мы с вами дошли до линии реглана. Делаем воздушную петлю и переходим на вязание зоны между регланами. Так, здесь у нас в зоне между регланами будет уже 36 петель. Обратите внимание, что во второй зоне, вот в этой, да, где у нас был еще второй реглан, у нас каждый раз в нечетном ряду, точнее в четном ряду, когда мы делали прибавки по торцам,
сокращение, да, шло на одну петлю. Вот эта зона реглана крайняя уменьшалась на одну петлю каждый раз. А здесь у нас она уменьшилась сразу на 2 петли. И каждый раз она у нас будет уменьшаться сейчас на 2 петли сразу. Почему? Потому что у нас больше нет вот этой линии реглана и нет этой дополнительной прибавки. Соответственно, у нас каждый ряд, не через ряд, как здесь, а каждый ряд уменьшает эту зону на одну петлю. Прибавки у нас через ряд, соответственно, когда мы доходим до этого ряда с прибавкой, у нас уже эта зона уменьшается на 2 петельки. Итак, провязали между регланами 36 петель. Далее прибавка по линии реглана 1, 2, 3, 4 и пятый столбик – это прибавка в конце ряда. Итого получаем 26 рядов и 48 петелек на вязании, точно так же, как в предыдущем ряду. Далее 27 рядочек, убавка в начале. И далее провязываем ряд без прибавок. В конце ряда убавка. И на вязании 46 петелек, всего 27 рядов провязано. 28 ряд, убавка в начале ряда. Так, и здесь у нас получается воздушная петля, это первый столбик, второй столбик, третий столбик и дошли до линии реглана, делаем прибавку. То есть помним, да, в предыдущий раз у нас было 5 столбиков от начала ряда, теперь это количество сократилось на 2 петли. Так, между линиями реглана у нас 38 столбиков. Так, провязали серединку, воздушная петля, далее один столбик, второй и третий – это убавочка. Так, что у нас получается? Значит, 28 рядов и 46 петель на вязании. Следующий 29 ряд, воздушная петля, прибавка в начале ряда и провязываем рядочек. Ой, точнее здесь убавка в начале ряда, конечно же. И провязываем ряд без прибавок. В конце ряда убавочка. Так, 29 рядов на вязании и 44 петельки на вязании. Так, и здесь снова внимание. В предыдущий раз у нас было 3 петли от края детали до прибавки на линии реглана. Сейчас это количество сократилось на 2 петли, соответственно, через одну петлю я уже должна сделать эту прибавку. И, соответственно, у меня снова прибавка на линии реглана накладывается на убавку в начале ряда. И я сделаю здесь то же самое, что делала в конце вот этой второй зоны, то есть плюс 1 минус 1 мне дает 0. Соответственно, я могу не делать ни прибавку, ни убавку. Делаю воздушную петлю подъема и с третьей петли от крючка начинаю вязать ряд. То есть этот ряд у меня вообще получается без прибавок и без убавок. Смотрите, в конце ряда провязываю столбик и провязываю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Так, итого получаю 30 рядов и 44 петельки на вязании. 31 ряд, воздушная петля подъема. Здесь у меня уже прибавок по реглану не должно быть, поэтому делаю убавочку в начале ряда и вяжу точно так же, как и все предыдущие лицевые ряды, нечетные. То есть убавка в начале и конце ряда. Так, убавка в конце ряда. Так, итого, что мы имеем? 31 ряд и 42 петли на вязании. Посмотрите, вот она моя третья зона. Заканчивается как раз на 31 ряду и 42 петельки на вязании. Сверяемся с эскизом, либо сверяемся со своими параметрами, которые у вас должны быть, исходя из ваших расчетов.
Так, на этом я вижу, что у меня третья зона закончилась, а именно заканчивается она в том месте, где у меня вот эта вторая линия реглана упирается в торец детали. Ну, все, дальше прибавок у нас уже на детали не будет. Мы будем продолжать деталь вязать по той же самой схеме, то есть делать убавки в каждом ряду по торцам, но прибавок не будет, так как линии реглана у нас уже закончились. Итак, вот она моя последняя четвертая зона. Обозначена она у меня будет с 32 по 40 ряды. Ну, здесь на самом деле можете вязать и смотреть, на каком уровне вам уже будет достаточно. То есть, может быть, вы захотите не такую прям округлую деталь, может быть, вы захотите ее немножко прямоугольную. И уже на этапе вязания вы сможете понять, нравится вам это или нет. Либо нужно вязать дальше. Итак, я вяжу свою детальку до того момента, пока у меня на вязании не останется 24 петельки. Значит, сейчас у меня будет 32 рядочек, воздушная петля подъема, убавка в начале ряда. И вяжу ряд полностью без прибавок. Ну и как и все последующие ряды. Так, в конце ряда делаем убавку. И переходим на следующий ряд. Да, 32 рядочка и 40 петель на вязании. Далее переходим на 33 ряд и снова убавки по торцам. Все остальные петельки без прибавок. Убавка в конце ряда. Итого 33 ряда и на вязании уже 38 петель. Ну и таким образом продолжаю вязать дальше. Так, я сейчас на 38 ряду, и мне не хватило буквально на пару рядочков пряжи. Сейчас буду соединять ниточки и заодно покажу вам, как я это делаю в данном узоре. Значит, вот моя законченная ниточка. Беру новую и продолжаю вязать следующий, точнее, начинаю вязать следующий столбик уже новой ниточкой. Вот так. Дальше провязываю еще несколько столбиков. Так. И здесь у меня, получается, хвостики попали на лицевую сторону. Мне их нужно спрятать наизнанку, но таким образом, чтобы вот здесь не нарушился узор. Значит, смотрите, здесь вот они, мои столбики, идут петельки, да, и как бы над каждой петелькой такая вот сверху перемычка. А вот здесь вот, где у меня соединяются две нити, этой перемычки нет, так мне ее нужно добавить. Так, значит, вывожу крючок вот сюда, из той петли, откуда торчит одна из ниточек, и протягиваю сюда вот эту ниточку, которая противоположная. Так, наизнанку. Теперь крючок вот сюда, откуда у меня торчала эта спрятанная только что ниточка. И этот хвостик протягиваю сюда, тоже наизнанку. Тут подтягиваю, чтобы все петельки смотрелись одинаково. Все, вот она моя добавленная перемычка. И здесь уже прячу хвостиками хвостики между петлями полотна на изнаночной стороне. Так. Вот так вот просто заправляю в косичку. И если это полиэфирный либо полипропиленовый шнур, то его нужно обязательно прижечь кончик. Вот так. Чтобы он не распустился. Ну и второй, соответственно, прячем точно так же, только не в те же самые петли, конечно же, а уже в другие. И вот, кстати, на 38 рядах у меня, смотрите, уже такая вот деталька, такая немножечко как прямоугольная, что ли, да, внизу, прямоугольно-округлая, если так можно сказать. Ну, в общем, в принципе, уже даже на этом этапе она красивая, и, может быть, кому-то даже захочется оставить так. Но мне осталось связать еще 2 рядочка, чтобы она была немножко покруглее снизу.
Ну вот, в принципе, все готово. Довязала 40 рядочек. На вязание осталось у меня 24 петельки. Ниточку отрезаю, хвостик прячу. Прячу на изнаночной стороне между петельками вязаного полотна и закреплю хвостик вот таким образом. Подхвачу какую-нибудь ближайшую к хвостику петельку, вот так вот протяну ее, точнее выведу петлю и провяжу ее. Хорошо затяну. Пряжа толстая, поэтому, видите, он как бы немножечко, этот узелочек виден, поэтому его нужно хорошо затянуть, чтобы он не так выделялся. Ну и теперь спрятать хвостик между петельками. Итак, размер моей получившейся детали. Вот если эту высоту измерять, то получается 16 сантиметров. И я вам не сказала еще размер, когда закончила вязание третьей зоны. Это был у меня 31 ряд, то есть я отсчитала сверху 15 косичек. Так, и здесь у меня 12 сантиметров. Это после окончания вязания третьей зоны, когда у нас закончились все регланы. Далее, ширина детали 24 сантиметра и высота, если считать от самого верхнего края до низа, 20 сантиметров. В общем, все точно как и планировалось. Теперь вяжем вторую точно такую же детальку. Вот у меня уже обе готовы. Далее, у меня они получились довольно ровные за счет того, что у меня такой очень удачный шнур. Его не нужно отпаривать, чтобы выровнять. Он очень хорошо равняется ручками. И если нужно выровнять детальки, то отпариваем их хорошенько утюгом через марлю, либо через специальную сеточку для глажки, либо через тонкую хлопковую ткань. Но обязательно либо что-то подложить, либо отпариваем просто паром интенсивным, не касаясь утюгом вязаного полотна, чтобы не оставлять никаких блестящих следов и чтобы утюг не прилип к вашим вязаным деталям. Если это синтетический шнур, то вы можете прилепить утюг к нему и испортите утюг, и испортите сумку. Соответственно, отпариваем хорошенько детали, выравниваем ручками, если это необходимо, в распаренном виде. И далее приступаем к обвязке деталей и вязанию боковушки. Об этом будет следующее видео.